Всем привет! В этом видео мы познакомимся с протоколами. Протокол определяет методы и свойства, которые соответствуют определенному заданию или какой-то функциональности. Под протокол можно подписать класс, структуру или, например, перечисление. Если вы имеете дело в проекте, например, Stable View или Collection View, то я думаю, что вы очень часто встречаетесь с такими протоколами, как делегата и data source, и с методом, например, self-add и другими, которые нужно реализовать для создания таблицы или коллекции в вашем проекте. Рассмотрим протокол на примере. Давайте сотрем стандартную переменную и создадим протокол. Создание протокола начинается с ключевого слова. Пишется протокол, далее пишется название протокола и открываются фигурные скобки. Внутри нужно указать свойства и методы, которые нужно реализовать классу, структуре или перечислению, если он будет подписан под данный протокол. Внутри давайте создадим простое свойство, назовем его A и зададим тип string. После открываем фигурную скобку и закрываем ее. Внутри фигурных скобок нам нужно указать тип свойства. Свойства в протоколе имеют два типа, в зависимости от того, могут они изменяться или только могут показывать свое значение. Первый тип это get, что в переводе означает let, то есть константа, и второй тип есть getSet, что в переводе значит var, то есть переменная. Давайте в первом оставим get и создадим еще одно свойство, также с типом string, но в типе свойства укажем getSet. Отлично. Как я говорил, протоколы могут содержать не только свойства, но и методы, поэтому давайте тоже создадим его и посмотрим потом, как его реализовать. Назовем его C, и пусть он возвращает у нас string. Ниже давайте создадим класс, назовем класс, например, B, поставим двоеточие и подпишем класс под протокол, который мы создали. Мы протокол назвали A, после чего открываем и закрываем фигурную скобку. Playground у нас начинает ругаться и говорит, что протокол, под который мы только что подписали, содержит свойства и методы, которые мы создали, то есть два свойства A и B, и один метод C, который нужно реализовать. Также Playground говорит, что нужно инициализировать свойства и методы протокола, то есть задать им значение. Мы можем, по сути, написать их вручную или нажать сюда и нажать Fix. Как видим, Playground нам сначала подсказал, что нужно реализовать данные методы, и теперь он ругается на то, что нужно инициализировать их, то есть задать им значение. Мы можем нажать еще раз сюда, нажать Fix и еще раз Fix. После чего мы видим, что мы сейчас имеем возможность задать значение свойствам A и B и что-то вернуть в C. Давайте зададим значение. Здесь напишем, например, hello. Здесь напишем world. А в стринге давайте напишем done. Отлично. Ниже создадим экземпляр класса и вызовем свойство и метод. Создаем экземпляр класса let b равно b. И теперь можем вызвать свойство b. Точка. У нас есть свойства a, b и метод c. Вызовем раз, два. И давайте также вызовем метод. После чего запускаем Playground. И справа мы должны увидеть результат в виде трех текстовых строчек. Это hello, world и done. Вот мы видим их. Видим, что мы создали экземпляр класса, после чего мы смогли вызвать свойства A, B и реализовать метод C. Отлично. Вы можете подписывать класс, структуры и перечисления одновременно под несколько протоколов и реализовывать их методы и свойства. Протокол очень простая и одновременно очень важная тема. Вы во всех проектах будете подписываться под стандартные протоколы, создавать свои или подписываться под протоколы саббордированных библиотек. Я надеюсь, что урок вам понравился. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал и делитесь данным видео. Всем спасибо, увидимся в новых уроках.